Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз кармический 2026. Давайте с вами узнаем, что же ждет ваш знак зодиака в 2026 году. Что идет в вашу жизнь или на пороге каких событий вы стоите? А может быть и кто идет в вашу жизнь? Рассмотрим эмоциональную сферу. И в целом, что ждет и как изменится, может быть, изменитесь и вы, не только ваша жизнь. И, скорее всего, в 2026 году мы будем словно познавать себя заново, учиться доверять самим себе. Нам предстоит совершить такой своеобразный переход между практичностью, прагматизмом к альтернативным системам мышления. Передовые технологии искусственного интеллекта буквально ворвутся в нашу жизнь и расширятся в разных направлениях. Мы не раз удивимся великим открытием, изобретением, и это будет все очень быстро внедряться в нашу жизнь. И все это в формате реальности, поэтому впустить перемены в свою жизнь, позволить им случиться, это будет тоже важно. Потребует, конечно, от нас это определенной адаптации, но все же, чтобы жизнь пошла с правильной ноги, как я говорю, и планетарные транзиты Урана и Сатурна, как минимум до конца июля 2026 года, означают, что, скорее всего, нам придется завершать окончательно те темы, которые базируются на ситуациях прошлого. И Сатурн как будто просит нас раз и навсегда навести порядок в тех вопросах, которые долгое время зависали, вызывали сомнения, или расставить логические точки в сложных отношениях или волнующих историях. Давайте будем с вами узнавать, так что же там идет в вашу жизнь. И первая карта, что нового идет в вашу жизнь. Ну и вторая, логически, что завершится или от чего вы откажетесь сами. Какие итоги вы будете подводить. Важное событие или чем вам запомнится. 2026 год, что ждет? Такое ключевое событие. Кто идет в вашу жизнь? Эмоциональная сфера и люди. И что будет продолжено в течение года. Может быть, это и сфера жизни, или какие-то, сконцентрируют наше внимание на каких-то более определенных вопросах. Давайте с вами узнаем. И следующая карта – неожиданности, которые меняют вашу жизнь. Что вам будет помогать? Чего ждать? Что может помешать? К чему приготовиться? И кармический совет. Так что же там нового идет в вашу жизнь? Но прежде чем что-то новое придет, мы как будто действительно будем закрывать в прошлое дверь. Вы будете пересматривать, видимо, это и есть такой элемент новизны, но, наверное, говорят, свято место пусто не бывает. Это вот о чем. А мы должны разобраться со сложными действительно либо отношениями, может быть, с какой-то патовой ситуацией на работе, может быть, это и денежная ситуация. Мы должны с чем-то определиться, решиться мы должны как минимум. Давайте достанем еще карты. Десятка мечей – это всегда карта, когда мы, вот как эта девушка, словно повернулась спиной к прошлому. Она готова идти вперед. Королева Пентаклей. Ну, может быть, что нового? Новые контакты, новые связи. У кого-то, может быть, личная жизнь, мои дорогие, будет обустраиваться. Королева Пентаклей – это та, которая из любого бардака и хаоса умеет отстроить порядок. Это сильные люди и те, которые надеются всегда сами на себя. Это карта благополучия. Вот умеет королева Пентаклей отстроить это самое благополучие. Это и заботливая мать, это и любящая жена, это и добрая хозяйка, да, вот все у нее как-то в теме. Может быть, это личная сфера будет меняться. У кого-то дом, дела, может быть, связанные с недвижимостью. Но и все-таки Пентакли у кого-то из вас могут, ну, если сейчас вы, например, по работе, тут тоже могут быть перемены. Раньше вы зарабатывали, допустим, в организации находились или вы ходили в офис, а здесь вы рассмотрите альтернативный вариант работы на себя самого. Может быть, ваше личное дело, творчество, хобби. Тут статус где-то может, да, постепенно ваш меняться. Вы здесь уходите от того, что вам не приносит ни вдохновения, а только разочарование.
Может быть, это и люди, которые прежде невозможно было на них положиться, а сейчас вы будете единомышленников искать, то, что надежно. Пусть это небольшой эквивалент, но это то, чему я могу доверять. Вам хочется именно стабильности, вот что нового. Но, видимо, чтобы эта стабильность пришла, и есть какие-то у вас гештальты, которые нам, возможно, с первых дней года вы это можете чувствовать, пока вам, по крайней мере, помогает Уран. Пока Уран в Тельце, и это у нас по 4 февраля еще ретро-Уран, поэтому тут дважды, мои дорогие, какие-то ситуации с прошлого. А уже с 4 февраля, и у нас еще 16 февраля, когда Сатурн вместе с Нептуном соединятся в знаке Овен. Здесь какая-то, знаете, как божественная конфигурация. Тут могут быть и события извне, могут быть и какие-то новости. Это и ваши важные решения. Или пусть эти новости приходят от какого-то человека. Но вот именно до 26 апреля, пока Уран находится еще в Тельце, это ведь, по сути дела, последний раз зашел Уран в Тельца, для того, чтобы помочь знакам стихии, знаком зодиака, стихии земли и воды, обустроить свою жизнь более правильно и убрать, словно очистить жизнь от того, что вам мешает жить и быть счастливым. Вот это об этом 10 мечей. Ух, статус, правда, можете поменять. Может быть, это у кого-то будет связано с человеком, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли. И не обязательно, что это у нас королева, значит, это будет женщина. Вполне вероятно, это и мужчина. Просто энергетика, или будем говорить, архетип карты. Король Пентакли – это просто консерватор, да, это надежные люди, но это консерватизм. Это не про вдохновение, а вот королева Пентакли – это и про вдохновение тоже. И где-то вот такие же энергии, как у короля Пентаклей. Это более такая емкая карта, потому что, ну, это, знаете, как предступень к карте императрица. А у нас выпадает император. Тут и пара может быть. Тут, правда, и в личной жизни может меняться. Кто-то надумает строить карьеру. Причем, может быть, это та карьера, которая в каком-то новом направлении. Вот что нового? Да вообще закрытие каких-то прежних гештальтов, прошлых дверей. И посмотрите, качество жизни вашей меняется. Следующая карта. Что завершится или вы от чего откажетесь сами? Будут пересмотрены, правда, какие-то контакты, контракты. Это старший аркан влюбленные. У кого-то пересмотрена личная жизнь, вопросы. Может быть, они и будут связаны, вот все то, что я говорила. А для кого-то из вас это ситуация выбора все-таки. И нам говорят, сепарация только иллюзия. Но вы какой-то важный выбор будете делать в зависимости от того, что вы изберете. То и будет продолжено. То и, может быть, будет красиво завершено. Все-таки эти карты нам всем вот показывают, что даже какие-то сложные вопросы, вы найдете альтернативные варианты, и с вашей эмпатией, мои дорогие, вы сумеете даже сгладить острые углы, чтобы не оставить, может быть, даже если вы что-то будете завершать. Но вы это сумеете сделать так красиво, когда не будет вот этой выжженной пустыни, да, когда словно мы закрыли в прошлое двери, ну и знаете, как хлопнули буквально наотмашь этими дверями, и после нас словно хоть потоп. Нет, вы тут будете как-то вдумчиво очень к этому относиться, потому что, а вдруг понадобится. То есть, знаете, тоже, когда мы людей не оставляем, ну, в каком-то таком сложном состоянии или в сложном настроении, или в злости, пусть даже так, когда много негативных эмоций в отношении нас самих. Тогда и люди нас вспоминают добрым словом. Может быть, где-то карты об этом будут говорить, что вам вот эти острые углы, у вас это получится и каким-то образом будет помогать. Я должна сказать, судьба любит шутки шутить. И как нарочно, если мы закрываем какую-то историю и закрыли ее, ну, не очень красиво, ну, так и жди. Ты этого человека еще раз встретишь или каким-то образом дорожки пересекаются. Ну, вот такой совет. Давайте посмотрим следующую карту. Важное событие или чем запомнится год. У кого-то планирование переезда далеко или, в принципе, много дорог, каких-то очень дальних дорог. Ведь по аркану звезда – это всегда расстояние.
Конечно, это еще и карта мечты, карта то, что сбываются наши именно желания, когда мы осуществляем задуманное. Но, может быть, все-таки дистанция, она присутствует, да, может быть, это не буквально с первых дней года, а вы для себя поставите цель, и вы будете к ней идти, и вы получите это. У вас получится осуществить какое-то свое желание. Но эти карты по километражу мы тоже можем сказать расстояние, поэтому для кого-то это будет именно связано с переездом. А также звезда, карта выбора правильного направления лет на 10-20. Всего в колоде Таро 2 карты. Солнце – это 6-8 месяцев. Кто смотрит мои расклады, уже много раз это слышал. Карта звезда – это на более далекий период. Это вот, наверное, как по Плутону в Водолее с заходом на 43-й год. Поэтому вот кто-то будет ориентироваться вот на такую, может быть, вы и не ориентируетесь, но тогда примите к сведению, что, скорее всего, то, с чем вы определитесь или какой выбор, вы как будто выбираете себе направление на долгий период времени. Тут не совсем это пойдет в формате 2026 года. Может быть, это и касается личной жизни и взаимоотношений. Ну, или пусть это даже бизнеса. У кого-то с учетом пространства, эфир, интернет, кто-то будет работать или осваивать, да, какие-то азы, может быть, заведет блог или захочет интернет-магазин создать или еще какие-то технологии вас могут заинтересовать. Вполне вероятно, но вы свое благополучие отстраиваете как какой-то совершенно новой конфигурации, мои дорогие. И вот вы сами надежны, людей надежных ищете, и одновременно, чтобы и дело ваше продвигалось и процветало. И вот это важное событие, которым вам запомнится этот год, когда можно создать, правда, как и свою команду единомышленников, так и получить результаты своего труда. Волшебно! Кто идет в вашу жизнь? Лучше спросить, кто из нее уходит, правда, 5 чаш? Я часто говорю словами Клаудио Пенейро. Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Это карта депрессии, апатии. Вот кто идет? Может быть, и есть и люди, которые пытаются еще раз на какой-то стриженной козе, извините за мой сленг, ну, прийти в вашу жизнь, такой повторный сделать заход. Но вас как будто это уже не будет цеплять. Тут, скорее всего, ну вот как эта десятка мечей, да, мы закрываем в прошлое дверь. Вам совершенно необходимо подвести некоторые итоги, баланс в эмоциональной сфере, прежде чем войдет новый человек в вашу жизнь. Какая-то прежняя история, которая вас именно разрушала, она должна быть закончена, причем однозначно. Давайте достанем дополнительную карту, кто идет в вашу жизнь. И на смену приходит императрица, мои дорогие. Вот так. Новый человек, новый статус. У нас выпала пара. И это мы, ну, эмоциональная сфера. Конечно, она может говорить о контактах по работе, о ресурсности. Безусловно, про ресурсность. Это карта императрица. Но для многих из вас это совершенно другой партнер какой-то, который, может быть, прежняя какая-то история или ваша грусть. Может быть, ваша история была тоже предыдущая счастливая, но она завершилась в силу разных причин. Может быть, в силу причин непреодолимых событий, потому что меня смотрят люди, где идет война или шла война. Ну, правда, тут и многих судьбы и были как перевернуты, ну, как искалечены, правда, ну, есть и такое. Пусть не для всех. У кого-то это может быть ожидание какое-то пустое, тоже закончится. Я должна сказать, что, возможно, вы встретите человека, когда вы не собираетесь как бы знакомиться, решая какие-то вопросы даже по части финансов или собственного продвижения, что-то изучая или занимаясь каким-то проектом. Новые люди, как в новом статусе, могут войти и в вашу жизнь. Но эмоциональная сфера, безусловно, видимо, стоит все-таки выйти вот из этой депрессии, отпустить тех людей или вот ту разбитую чашку выбросить и вымыть пол. Я и не исключаю также таких ситуаций, когда прежде было утеряно взаимопонимание между людьми в паре, и здесь вы увидите партнера как будто с другой стороны. Что будет вами продолжено? Ну вот что-то скорее не будет продолжено, десятка жезлов, мы как будто едем куда-то. Я могу сказать с учетом карты звезда,
Но вы, наверное, все-таки территории вы будете осваивать, или вам захочется, может быть, путешествовать. Или если мы говорим, что будет продолжено, вы что-то как будто в прежнем ключе не хотите продолжать. Может быть, это даже касается у кого-то работы, у кого-то места жительства, у кого-то, когда вы, в принципе, хотите больше драйва. Не застоя, а именно передвижений, перемещений. Кто-то будет хотеть, к примеру, больше путешествовать и поэтому начнет думать или задумываться о том, чтобы работать из любой точки мира и иметь возможности передвигаться, путешествовать, но и одновременно как бы работать. Тут настолько трансформация у вас проходит, причем она проходит, посмотрите, она не болезненная, нет. Ну пусть нам тут придется где-то свои эмоции с ними разобраться, словно излить вот этот омут, вот эту чашу с такими негативными эмоциями раз и навсегда в чем-то поставить точки. Но как только вы это сделаете, тут действительно ваша жизнь пойдет с правильной ноги. Поэтому нужно 2 карты из прошлого вам говорят. Вот будущее, оно как будто у вас уже на пороге. Но оно стремится в вашу жизнь войти. Но вам еще предстоит разобраться с прошлым. Неожиданности, мои дорогие, которые изменят вашу жизнь. Соответственно, и неожиданности. Нам словно, держа баланс, нужно пройти над обрывом по тоненькой жердочке. Вот между этим краем и этим. Представьте себя вот в таком балансе. Наша девушка пытается держать этот баланс, и что ей помогает, мы видим. Буквально книга волшебная. Имеется в виду знание и сила. И карта Паш мечей – это будет говорить о информации или какой-то новости. Может быть, и вы слышите какую-то новость. По этой карте мы меняем направление. Вот, на мой взгляд, художник здесь очень хорошо изобразил. Стояли на одном берегу, а теперь мы должны оказаться на другом. Я где-то вскользь об этом говорила. Только что. Знание, сила подтверждает вот эти лампочки в виде гелевых шаров, которые помогают девочке держать баланс. Но карта нам также говорит: не оглядывайся назад и не смотри вниз. Какое-то новое направление вы будете точно изменять или выбирать. Или вот, понимаете, вам как будто надо решиться на что-то. Может быть, это вот как по пажу мечей, пажи вестники мы говорим, да? Какую-то весть, новость вы получаете. И, видимо, это такой триггерный момент, может быть, когда вы на что-то решитесь. И вот пусть эти 2 шага, как будто над обрывом, вам совершенно необходимо сделать. Но это и меняет вас самих и вашу жизнь. Вот правда, тут вам нужно на что-то решиться. Ладно, что вам будет помогать? А когда вы не оглядываетесь назад? Еще раз карта нам об этом. Карта нулевого аркана – это начало-начал. Это как жизнь с чистого листа. Переверни страницу и словно напиши новую повесть. Или новую главу своей жизни. Конечно, тут мы не должны замечтаться, потому что эта карта нам что будет помогать? Оптимизм, мои дорогие, хорошее настроение. Мы по этой карте всегда воодушевлены. Или мы чем-то воодушевлены, к примеру, как каким-то проектом или изучением чего-то нового. Или когда вот мы хотим как раз путешествовать или и в корне изменить наше качество жизни. Но есть такой момент по этой карте, когда мы не должны, все-таки не просто замечтаться, я бы сказала, а себя подвергать риску. Вот наша девушка, которая показана на карте, и ведь этот предмет – это не что иное, как Грааль, мои дорогие. Грааль в ее руке. Ей кажется, она всего достигла. Она нашла этот священный кубок, священный сосуд. И вот она где-то парит от этого восторга, но ей хочется, может быть, добавить себе этих эмоций и держась за сухой сук. Она, изгибаясь так вот назад, да, в таком, как бы имитируя вот этот полет или расслабленность, она упускает из виду, что сук суховат, а вот этот волшебный предмет она держит над омутом. И нам показывают, вот чтобы мы не упустили что-то ценное, мои дорогие, поскольку уже невидимые силы как будто начинают свою работу. Не сглупить все-таки по этому аркану тоже нам дают такую подсказку, что вам будет помогать, тем более мы с вами вопрос такой, соответственно, еще задали, поэтому будьте-ка вы внимательны.
Но что касается жизненных сил, активности, кстати, по нулевому аркану желание путешествовать, вот этот момент. Видеть новые, может быть, и страны, видеть и знакомиться с новыми людьми, расширить горизонты. Вообще вам тоже захочется. И предыдущая карта где-то ведь тоже об этом. Что может помешать? Одиночество. Вот есть такая знаменитая поговорка: хочешь идти быстро — иди один. Хочешь идти далеко — иди с кем-нибудь. Вот, наверное, вам с кем-нибудь, мои дорогие. Может помешать, ну вот наше личное мнение. Это старший аркан. Может помешать, когда вы думаете, что нет, все я должен делать сам или все я должна делать сама. Да, конечно, надейся сам на себя, это нам говорят. Но, видимо, в 2026 году вам нельзя быть одному или одной. Уделите внимание своей личной жизни, мои дорогие. Своему, может быть, как свить гнездо, да, вот есть такая фраза. Ну, кто-то уже меня смотрит семейный. Тут, значит, будут какие-то такие, может быть, темы в вашей семье или разговоры, когда вам, может быть, где-то дипломатии больше потребуется, да, или не обязаны люди с нами во всем соглашаться. И если с нами не соглашаются, это не значит, что какое-то противодействие происходит. Нет, просто мы все разные. И хоть мы прожили много лет, да, под одной крышей, а все-таки мы рождены по-разному, да, у каждого свое воспитание получил, свое образование, ну, у каждого свои какие-то родители, то есть каждый из нас зрелая личность. Вот, видимо, допускать, что человек, пусть он наш человек, он за нас, он не задумал ничего плохого, но он думает как-то не так, он думает альтернативно. Потому что мы ведь по этой карте, мы как будто идем, ну, именно в своем направлении, и мы идем в одиночку. Так вот, это вам буквально мешает. Кармический совет, ну, ваша карта. Вам придется держать баланс в двух сферах. И это вы умеете. Материальная сфера, сфера денег, финансов и сфера чувств. Не добавляя чувств в решение каких-то конкретных вопросов, документы, может быть, или когда требуется математический подсчет. Но и не добавляй материализма или какого-то жесткого прагматизма в свои чувства. Видимо, чтобы не превратиться в отшельника, правда. Конечно, это карта независимого человека, но ведь это все в позиции, что вам может помешать. Сепарация — только иллюзия, я об этом говорила. Разделение, да. Тут что-то нужно объединить. Или, ну, как-то красиво даже, если вы уже намереваетесь что-то закончить, завершить. Но это тоже все нужно делать элегантно. Где-то баланс, он присутствует во всем вашем раскладе, мои дорогие. Может быть, где-то это вдумчивое отношение и к финансам, но и к своим чувствам, и к тому, что вы чувствуете, думаете. Кстати, тут у нас такой кораблик, лодочка. Это один из символов перемен, мои дорогие. Вот у вас какие-то перемены будут продолжаться. И 2026 приглашает вас войти в эту новую реальность. Перекладывайте на себя, у кого-то напрямую говорят личная жизнь, потому что иногда эта карта не только, ну, может быть, и конкретный человек какой-то, но все же мы смотрим, это больше карта совет, но это также проходят наши супруги, опять же, по полу карту не рассматриваем, поэтому можно расценивать как кармический совет. Должен быть у тебя партнер. Как-то так, я больше вижу. Перекладывайте на себя, я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной, читайте мои публикации, подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я попыталась соединить со всех с 3 YouTube-каналов мой контент и одновременно с сайта. Я оставлю все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.